Еще пару дней назад я считал, что не способен испытывать столь сильные и смешанные чувства от простых японских картинок с буквами. Как многие считают, аниме и манга – это низкопробный контент для детишек и инфантильных взрослых, где нет ничего, кроме тупизны, больших глаз и сцен секса. Однако, это совершенно не так. Сегодня я поделюсь с вами своими личными впечатлениями о достаточно спорной работе, но при этом великолепной в своем брутализме и прямолинейности. Это манга Дадзинси за авторством Шинда Л, которая называется «Метаморфоза». Уберите от экрана детей, слабонервных и людей с повышенной эмпатией. С вами Максим Песков, и мы начинаем. Саки Йосида, а именно так зовут нашу героиню, живет достаточно скучной жизнью. За время обучения в средней школе у нее не появилось ни одного друга. Главные причины – это интроверсия, комплексы и низкий опыт социальных взаимодействий. Девушка считает, что она – индивидуальность, которая не пытается быть как все, чем и объясняет большинство своих проблем с общением. В момент окончания средней школы девушка решает, что нужно изменить свою жизнь в лучшую сторону. С такими мыслями она уходит домой. По реакции родителей мы понимаем, они не проявляют к ней какого-то особого интереса. Саки просит маму помочь ей и научить ее макияжу, стилю и прочим премудростям женской жизни. После чего отношения матери к дочери резко меняются. Они начинают лучше общаться и проводить больше времени вместе. В первый же день в старшей школе героиня получает множество знаков внимания, комплиментов и похвалы, что шокирует ее и приятно удивляет, а также дарит неподдельную детскую радость. Не правда ли, звучит как начало добротного аниме-манги про становление личности? Но давайте перейдем к сути. В один роковой день Саки отправляется в магазин, чтобы купить журнал моды. Там с ней знакомится парень по имени Хаято, который покупает ей этот журнал и говорит, что она куда красивее, чем девушка на обложке. После чего приглашает ее на свидание в караоке-бар. Там он начинает активные действия по сближению и предлагает девушке наркотики. Она теряет контроль и отдается Хаято. После секса, во время которого он говорит, что любит ее, парень дает ей свой номер телефона и предупреждает, что может позвонить, когда захочет расслабиться. Наивная девушка думает, что это и есть любовь, после чего, едва держась на ногах от переполняющей ее любви, покидает караоке-бар. В этот момент началась истинная метаморфоза героини и ее падение в глубины социального дна. Я бы мог продолжить пересказывать весь сюжет, но это затянет хронометраж ролика, а описание дальнейших событий в деталях могут привести к его блокировке. Если наберется большое количество желающих, я выпущу дополнительное видео с более полным разбором сюжета. Запомните главное. Я предупредил вас, что знакомство с оригиналом – это большой риск. Не надо. Теперь перейдем к проблемам и вопросам, которые поднимаются в данном произведении. Иногда я буду вынужден ссылаться на то, что не упомянул в кратком пересказе сюжета. Но буду делать это максимально аккуратно, дабы те, кто желает насладиться и полностью погрузиться, не испортили себе впечатление, а остальные – психику. Одним из главных мотивов метаморфозы является одиночество. Главная героиня долгое время полагала, что ей не нужны люди и общение для того, чтобы комфортно существовать. Ключевое слово здесь – «существовать». Главным триггером для всех событий становится желание жить, быть счастливой. В это понятие входят те самые общение, дружба, любовь, признание, уважение, которых ей так не хватало. Для этого она переступает через себя, отказывается от себя настоящей, покидает зону комфорта и становится как все. Но на самом деле не до конца. Многие часто слышат фразы «все идет из детства», «во всем виноваты родители», «яблоко от яблони недалеко падает». И пускай это не является аксиомой, очень многие качества, недостатки, комплексы и аспекты личности люди получают через воспитание родителями.
И зачастую они лишь дети, которые так и не выросли. Они не были готовы к такой ответственности и не знают, что с ней делать. Не понимают, что правильно, а что неправильно. Ведь в конце концов мир не делится на черное и белое. Хотя так было бы гораздо проще. И пускай семье героини не посвящается достаточно много времени, но, как я говорил выше, они не презирают ее, но и не ценят. Просто стараются следить за ней в рамках абстрактных понятий, которые в обществе называются «хорошо» и «плохо». Так и в рассказе. В момент, когда вскрывается неприятная правда про отношения Саки с отцом, мать не находит ничего лучшего, кроме как избить родную дочь и выгнать ее из дома. Немаловажной темой является общественное одобрение, а также наличие усредненных интересов и качеств. Ты красивая девочка? Ну так будь добра, занимайся шопингом, думай о маникюре, парнях, читай журналы моды и так далее. Ты мальчик? Так будь мужиком, неси ответственность, делай все, что от тебя требуется, не плачь, просто делай. Именно такое однозначное общество, где крайне трудно угождать, оставаясь индивидуальностью, показано в произведении. К сожалению, достаточно достоверно. Однако мы все живем в социуме и в большинстве случаев вынуждены играть по правилам, если не хотим стать изгоем, страдать и быть одиноким. Саки угодила в эту ловушку и становится своей полной противоположностью в надежде, что получит то, чего и не дали в семье. Если обобщить, то Саки маленькая напуганная девочка, которая хочет лишь любви и тепла. Ради этого она готова буквально на все и начинает, как ей кажется, взрослую жизнь без школы, без забот, только удовольствие и внимание. Автор данного произведения рассказал, что вдохновлялся жизнью в Нью-Йорке и историями людей, которых там встречал. Фактически перед нами гротескная коллаборация из ужасных историй падших людей, несчастных жертв обстоятельств и тех, кто опустил руки, собранных в одном персонаже. Местами количество аморальных, шокирующих и запретных тем на страницу переходит все пределы разумного и вызывает боль в животе. Но стоит помнить, что все происходящее в рассказе основано на реальных историях. А учитывая, что автор ставил своей целью показать изнанку общества и разбить розовые очки, я вынужден признать, большая часть приемов и шокирующих кадров в рамках данного рассказа уместна и необходима. На мой взгляд, главная ценность произведения именно в том, что и задумывал автор. Это руководство о том, куда может привести слепая вера в людей, отказ от индивидуальности, непринятие себя и слепое следование за своими желаниями. Настолько слепое, что желающий готов пасть в пучину ада, лишь бы на секунду увидеть край рая. Если говорить без лишнего пафоса, то не стоит соглашаться на сомнительные предложения, даже если они выглядят очень заманчиво и доступно. Что думаю лично я? Впервые я познакомился с данным произведением, когда смотрел подкаст «Трэшовый вкус». В переводе Джо Шизо. Кстати, ребята, привет вам, делаете очень классную озвучку, и именно из-за вас этот подкаст я и посмотрел. Первый раз за ролик даже улыбнулся. В одном из эпизодов данного подкаста речь шла как раз о данном произведении, то есть о метаморфозе. Я решил ознакомиться с произведением, так как мне пообещали, что там будет полная жесть, это многих сломало, такое читать нельзя, никому не рекомендуется, и я испытаю такие эмоции, и причем испытаю их одновременно, которые вообще не мог представить, что можно сочетать. На первых страницах история шла в плюс-минус позитивном ключе, но, к сожалению, я уже знал, что все будет плохо. Не буду отрицать, что рисовка здесь великолепная, хотя я и не так часто читаю мангу и додзинси. И, конечно же, стоит отметить крайне креативный и динамичный подход к сценам секса. Да-да, это хентай 18+, что тут поделаешь. И начиная где-то с середины второй, начала третьей главы, каждый следующий переворот страницы давался все труднее и труднее. Я просто не мог поверить, что дальше будет только хуже, надежды нет, и все будет прямо как в жизни. Учитывая, что у меня чудовищно развитая эмпатия, я буквально проникся тем, что происходило с главной героиней, не в смысле там буквально все перекладывал на себя, но вот именно эмоциональные ее переживания. И из-за чего я потом не мог нормально спать и все время прокручивал эти сцены в голове. Даже в момент написания сценария я чувствовал, как будто из меня
Выкачали часть души, какой-то прямо поцелуй дементора, вся радость из меня ушла. Смешанные эмоции? О да, я испытал их сполна, когда буйство гормонов переходит в апатию, апатия переходит в боль в животе, тошноту, отвращение. Многие могут посчитать меня излишне впечатлительным, но я думаю, все дело в том, какие средства выражения своих мыслей использовал автор в данном произведении. И, видимо, они затронули струны моей души или эмоций, чего бы там ни было. Отбросив некоторые клише для жанра хентай, прямо таких несколько натянутых моментов, то есть мне все-таки не все понравилось, я могу сказать лишь одно. Перед нами шедевр социальной драмы. Если вы смотрели фильмы типа «Реквием по мечте», то вы понимаете, о каких чувствах я говорю. В метаморфозе они усилены десятикратно. Некоторые могут задаться логическими вопросами. Ты что, мазохист? Зачем ты читал то, что тебе не нравится? Зачем ты дочитывал, когда понимал, что тебе от этого еще хуже и хуже? Но вы не можете познать радость, не испытав горя. И несмотря на то, что произведение высосало из меня все хорошее, что было во мне на тот момент, я получил чудовищный заряд негативных эмоций, апатию, я несколько дней потом нормально есть не мог, видимо, настолько оказался впечатлительным, или настолько мне эта история знакома. Я благодарен данному произведению, благодаря нему я стал ценить многие вещи гораздо больше. Возможно, это ощутил только я. Возможно, нет. Я ни о чем не жалею. Концовка произведения настраивает нас на позитивный лад. В последней сцене мы видим Саки вместе со своей дочерью в парке. Она преодолела все обстоятельства и смогла выбраться из социального дна. Не все так плохо, и жизнь продолжается. С вами был Максим Песков. Спасибо за просмотр. Всем пока. А теперь настоящая концовка. В самой последней сцене Саки, превратившись в абсолютно антисоциальный элемент, в нечто напоминающее человека, смотрит на себя в зеркале грязного общественного туалета. Голая, беременная, избитая бывшими одноклассниками, которые ее даже не узнали и ограбили, полностью уничтоженная обществом и наркозависимостью. Находит на полу в луже мочи разбитые очки. После чего надевает их на свое обезображенное лицо и начинает плакать, как маленькая и невинная девочка, которой она была, но, видимо, уже никогда не станет. В порыве эмоций и истерики она разбивает зеркало и сквозь слезы признается себе, что она больше не может бороться. Она делает себе смертельную инъекцию героина и в бреду, перед самой смертью, в галлюцинации, видит себя со своей дочерью, счастливой, довольной, любимой. Однако чудес не бывает. Последний кадр показывает нам пол общественного туалета, где мы видим разбитые очки, кровь и пакетик с белым порошком. Какие выводы мы можем извлечь из данной истории? Общество жестокое? Возможно. Все проблемы идут из детства? Такое тоже бывает. Или, быть может, обстоятельства подтолкнули Саки туда, где она должна была находиться с самого начала? Я думаю, каждый сделает свои выводы из этой истории, если осмелится с ней ознакомиться. Пишите в комментариях ваши впечатления от первоисточника, хотя я четко посоветовал вам: не читайте. Не надо. Если вы хотите поддержать канал, то ссылки Donation, Alerts и Boosty находятся в описании. Если же вы желаете полный разбор сюжета, более глубокий, более детальный, со всеми мыслями, которые я не высказал здесь, пишите об этом в комментарии, если вас будет много, мы обязательно это сделаем. С вами был Максим Песков. До новых встреч!